Всех приветствую на моем канале. Вот, закончил очередное изделие, каминчик угловой, район 5-го километра. Значит, по образу заказчика этот каминчик был сделан, и он еще лучше, красивее получился, потому что туда захотелось ему арочку, хотя изначально она не такой должна была быть, вот, и они захотели дверцу, поэтому вот так получилось. Здесь будут еще полы подниматься, где-то сантиметров 9, может 10, так что вот в самый раз ему вот здесь, эта высота. Значит, что хочу, заказчику захотелось, чтобы именно вот такой коронкой было, чтобы оно выступило, чтобы он даже не знал, надо ее выделять или не надо, но хотел, чтобы она особенной была, выделена. Я, конечно, выделил и саму арку, и саму распорку арки, клинья. Вот такое исполнение. Конечно, понравилось заказчику, чтобы она и видна была. Видно, конечно же, что работа старательная. Я соблюдал швы 8 мм, чтобы везде была красота. Также постановка идет на ребро. Это высоченько считался бы, я сказал бы, что высоченько. Но так захотел человек, можно было чуть ниже. Но тоже хорошо, тоже. Все выполнено с технологическими допусками, с зазорами тепловыми, что когда начнет топка расширяться, чтобы ничего здесь не потрескалось, не раздавило, ничего, отлично. Вот дверца, пожалуйста. Мы открываем дверцу. Исполнена топка, достаточно вместимости в ней. И аккуратно здесь незаметно сделано у нас поддувалочное отверстие. Вот оно так вот аккуратно прикрыто, что даже сразу и не увидишь, что так сделано. Вот. С тепловым зубом, как и положено. Все, здесь все закрывается. Внизу так аккуратненько все, потому что есть у меня видео предыдущее, я нарезал, рассекатели делал, чтобы рассекало воздух. Когда увидел заказчик, он сказал, а можно, чтобы без рассекателя, а вот прямым. Мы и к этому пришли, и так сделали же. Все, здесь швы закрашены, потому что оно было все в растворе серого цвета, подобно как здесь. Закрасили, сделали вот такой светло-коричневый. В общем-то, он только подчеркивает красоту кладки. Можно здесь обратить внимание, как здесь все это запилено. Все это вручную работу, все это упирается в кропотливый труд, в терпение, как это все сделано. Четко, красиво, что хотелось заказчику в плане положить здесь дерево. Но когда он увидел, как лежит полочка камина, он передумал. Значит, футляр дымохода или фальш-стена дымохода выполнена под отделку, какую уже человек сам захочет, будет у него комната, то ли это бежевый, то ли белый, то ли это будет узорчатый, цветочатый, хоть камнем обклеит, хоть кафелем, как угодно. Это уже на вкус и цвет, как говорится. Вот так вот задвижка, технологическое отверстие для задвижки. Здесь возможно поставить небольшую такую, есть дверца, как окошечко открылось, закрылось. Вы знаете, есть такое, ставится в квартирах. Все, раз, закрыто, без подсосов, ничего нет, там глухо закрывается. Без зазора безопасности, как в печах. Значит, вот здесь воздуховод сделал я. На ту сторону вверху сделано тоже технологическое отверстие внутри, возле дымохода. Значит, для чего? Сюда поступает воздух и забирает тепло от дымохода внутри и выходит в рядом помещения, и туда выходит тепло. То есть, насколько можно рационально из этого изделия извлечь тепло. Здесь, вот здесь есть зазоры, туда воздух поступает,
попадает сюда под футляр также, и топка обогревается воздух, и все поднимается вверх и туда извлекается. То есть он не остается там и не нагревает и так далее. В общем, сделано рационально максимально, насколько возможно здесь. Полочки готовы под деревянные столешницы. Может быть 50-ка будет. Кто как уже захочется человеку. Ну и еще, конечно, вы видите, что он пустой, он еще не топился ни разу. Я хочу сейчас на ваших глазах впервые сделать апробацию и проверить тягу камина. Швы еще сырые, давать мощность ему нельзя, поэтому я просто хочу проверить наличие тяги, как оно происходит. У нас есть мешки, значит, я хочу засовываю сюда наверх, продавливаю сырые пробки, которые могут находиться в трубе в дымоходе. Я смотрю, что тяга там хорошая, вот. Поэтому сейчас будем затапливать здесь. Вот так. Здесь и наличие дыма можно увидеть. Вот. И как он идет, какая тяга. Это если на все открыть. Я сейчас закрываю. И вот мы видим, как все мощно, молниеносно. Запотевшее стекло, потому что все влажное. Смотрите. Какая тяга изумительная. Гляньте, как там кружит внутри пепел и уносит его наверх в дымоход. Изумительное зрелище. И это только бумага. А дрова, они еще больше температурят, еще лучше, с треском, огонь красивей. От древесины вы знаете, кто знает, тот знает. В общем, все. В этом смысле все. Ну, классно. Подписывайтесь, звоните, Севастополь, Крым. Можно даже выезжать и на материк. Всего вам доброго.